Всем привет, в эфире Панцер-Апостол, и сегодня будет топ-10 самых необычных самоходок. По концепции применения самоходные артиллерийские установки находятся в зоне между классической артиллерией и танками. Такая двойственность, в большинстве случаев диктуемая конкретной военной обстановкой, заставляла инженеров искать некий баланс, при котором огневая мощь не слишком бы ослаблялась способностью к самостоятельному передвижению. Неудивительно, что именно среди самоходок особенно велик процент оригинальных и даже экстравагантных конструкторских решений. Открывает топ-10 самоходка Archer, родом из Великобритании. Знаменитая британская самоходка выделяется среди собратьев по классу своим обращенным назад артиллерийским орудием. Такое решение было импровизацией, вызванной необходимостью создать хоть какую-нибудь самоходку для борьбы с германскими танками. Имеющиеся у англичан 40 и 57 мм орудия вражеских танкистов не впечатляли, зато вполне эффективно проявила себя появившаяся в 1942 году 76 мм пушка. Ее-то и решили установить на шасси от устаревшего танка «Валентайн» с низким, а значит и менее уязвимым для огня противника силуэтом. Однако, поскольку орудие было слишком тяжелым, будучи пристроено в небольшую открытую рубку, оно клевало бы землю. Тогда-то и пришло оригинальное решение, сохранив прежнюю компоновку, направить пушку в противоположную от механика-водителя сторону. Схема оказалась очень удачной. Дело в том, что из-за открытой рубки Archer, то есть лучник, все равно не мог бы тягаться с вражескими танками в мобильном бою, так что использовать его приходилось главным образом для ведения огня с закрытых позиций. Заняв такую позицию, британская самоходка могла бы быстро ее покинуть, да еще и на ходу вести огонь по следующему противнику. Спереди же имелся пулемет Брен в качестве защиты от вражеской пехоты. В общей сложности до конца войны было выпущено 655 машин этого типа. Несколько десятков позже поступили на вооружение египетской армии и отметились во время Суэцкого кризиса, когда участниками агрессии против арабской страны были и англичане. 9 место. 2С4 «Тюльпан». В 1966 году в СССР решили создать предназначенный для ведения огня с закрытых позиций самоходный миномет, обозначенный как «Объект-305». Главным разработчиком назначили Уральский завод тяжелого машиностроения. Производившийся с 1969 года, обслуживающийся расчетом из 5 человек, 2С4 «Тюльпан» был выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. Огонь производился не с колес. В боевом положении миномет снимался с шасси и устанавливался на опорную плиту, упирающуюся в грунт. Сваренный из стальных броневых катанных листов корпус был разделен на 3 отделения – силовое, отделение управления и боевое. Боекомплект составлял либо 20 фугасных артиллерийских, либо 10 активно-реактивных мин. Кроме того, для «Тюльпана» были разработаны мины «Сайда» с напалмом, кассетные мины «Нерпа» со сколочно-фугасными элементами и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны и нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». В 1982 году на вооружение 2С4 приняли еще и корректируемый снаряд «Смельчак». Для борьбы с вражеской бронетехникой предусматривалось крепление для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а для защиты от вражеской пехоты имелся ручной пулемет Калашникова. В боевой обстановке «Тюльпаны» впервые были опробованы в сирийской армии во время войны Судного дня в 1973 году. Советская армия применила их в Афганистане. Российская армия во всех значительных военных конфликтах, начиная с чеченского. На 8 место можно поставить Stridsvagn-103. В середине 1950-х годов, декларирующие свой нейтралитет Швеции, пришли к выводу о необходимости создания собственного танка вместо британского «Центуриона». Проект основывался на том, что Швеция с ее обширной территорией и с сравнительно немногочисленным населением танковые войска будут играть огромную роль при отражении вражеского вторжения. В 1963 году прошли испытания первых 2 экземпляров производства фирмы Bofors. По компоновке эта машина, известная на Западе как С-танк, шведский танк, обычно классифицируется как истребитель танков или САУ. Башня не выделяется из корпуса, в лобовом листе которого крепится 105 мм нарезная пушка и 4 танковых пулемета. При такой схеме наведение в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса, а вертикальный – с наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы. Экипаж состоит из 3 человек, хотя при необходимости управлять танком и вести из него огонь может и 1 человек. Боевая масса – почти 60 тонн.
В историю бронетехники Stridsvagn 103 вошел как первый в мире серийный танк с газотурбинной установкой. Доводочные испытания проводились в 1973 году по шведско-швейцарской программе военного сотрудничества, когда швейцарцы опробовали в своих горах шведский танк, а шведы швейцарский Panzer 68. С начала 90-х годов в качестве основного танка шведской армии его постепенно заменили на германский Leopard. 7-е место занимает 37-мм установка М6 Fargo. Атаковав 7 декабря 1941 года американские базы на Тихом океане, японцы приступили к завоеванию Тихоокеанского региона. Застигнутые врасплох, янки оказались не готовы к сухопутным боям. Из имевшегося наличия артиллерии эффективно противостоять японским танкам могла только 37-мм пушка М3. Фирма Fargo Motor взялась соорудить противотанковые самоходки, установив такие орудия на шасси. Причем за основу для шасси решили взять армейский грузовик Dodge, выпущенный к тому времени в количестве 225 тысяч экземпляров. На получившемся прототипе Т-21 орудия разместили в задней части внедорожника. Позже, исходя из пожелания военных, конструкцию бронещита немного изменили, а нацеленную вперед пушку повернули назад. Экипаж состоял из 4 человек. Установка, получившая наименование М6 Fargo, развивала скорость до 90 км в час и имела боекомплект 80 снарядов, что частично компенсировало ничтожную бронезащиту и обеспечивало довольно высокую огневую эффективность в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. В 1942 году таких самоходок было изготовлено 2500 штук, а в 1943 уже 1500. Оказавшись весьма эффективным на Тихоокеанском театре военных действий, они впоследствии довольно широко использовались в Северной Африке, Италии и Франции. После Второй мировой войны Fargo, разумеется, сняли с вооружения, поскольку речь шла об эрзац-самоходке. Но 19 таких машин были переданы южнокорейской армии и, вероятно, отметились в Корейской войне. На 6-м месте 2Б1АК. В 1955 году в СССР решили создать новый самоходный миномет, способный стрелять и ядерными зарядами. Главным конструктором стал Борис Шавырин. Разработкой ходовой части занимались на Ленинградском Кировском заводе, где и были изготовлены 4 опытных машины, участвовавшие 7 ноября 1957 года в параде на Красной площади. Масса применяемых артиллерийских мин составляла 670 кг. Дальность стрельбы боеприпасом, рассчитанным на ядерный заряд, достигала 50 км. На производство одного выстрела требовалось 10 минут. Характерной чертой АКИ являлся огромный 20-метровый ствол калибра 420 мм. Выпущенные установки направлялись во 2-й артиллерийский Кёнигсбергский полк, который предполагалось вооружить и другими образцами атомной артиллерии. Однако по мере обкатки АКИ выявились и проблемы. Так, из-за большой массы машины в 55 тонн гусеничные ленты базового шасси быстро изнашивались и выходили из строя. За 3 года и 8 месяцев существования полка обслуживающие АКУ офицеры участвовали в 86 боевых артиллерийских стрельбах. В школе сержантов подготовили 212 специалистов. Последний раз 3 АКИ участвовали в параде на Красной площади 1 мая 1961 года. Однако полк уже был расформирован, создав на его базе ракетную бригаду и ракетный дивизион. В дальнейшем от разработки АКИ отказались в пользу более дешевых и простых в эксплуатации тактических ракетных комплексов 2К-6 «Луна». На 5-е место можно поставить М-50 «Онтос». Эта противотанковая самоходка представляла собой примерно такую же импровизацию, как и Fargo, только создавалась она в условиях другой войны – корейской. Предназначались они в основном воздушно-десантным частям и морской пехоте. Базу для нее подобрали более солидную – бронетранспортер Т-55. В пилотной версии было выпущено 24 машины. Еще 297 выпустили с 1957 года по 1959. М-50 имела необычную конфигурацию. 6 безоткатными орудиями М40А1 калибра 106 мм, размещенными снаружи по бокам башенки. Лобовая часть самоходки была защищена 2 38-мм плитами, верхний и нижний, расположенный под наклоном вертикали на 45 и 30 градусов соответственно. Максимальная скорость самоходки составляла 48 км в час, экипаж всего 3 человека. Не успев проявить себя в Корейской войне, М-50 снискала хорошие отзывы во время войны во Вьетнаме. Особо выделяли ее за малый вес – 8,5 тонн. В операции Десота в 1967 году взвод таких самоходок был переброшен тяжелыми транспортными вертолетами на расстояние 40 километров. Постепенный отказ от «Онтосов» связан с внедрением противотанковых ракет. Однако во Вьетнаме они использовались до последнего. И даже после истощения ресурса самих машин, их башни применялись в качестве стационарных огневых точек. 4-е место заслуженно занимают самоходки семейства Т-28, Т-95. К
В 1943 году вектор развития бронетехники обозначился в направлении увеличения броневой защиты и калибра орудия. В США находились в самом начале этого пути, но в ближайшей перспективе настраивались вести боевые действия в Европе. В связи с этим и было решено создать танк, способный прорывать мощные вражеские укрепления вроде Западного вала. Вооружить его решили новой 120 мм пушкой, созданной на базе Т-5Е1 и способной крушить бетонные огневые точки. Электротрансмиссию разработали на базе уже имеющейся на тяжелом танке Т-1Е1 и среднем Т-23. Броню увеличили до 200 мм. Общая масса гиганта составила 86 тонн. Экипаж состоял из 4 человек. Снаружи монтировалась турель под пулемет Браунинг, вести огонь из которого мог только командир, высунувшийся из башни. Впрочем, после корректировки проекта была ликвидирована, слившись с корпусом. Первоначально собирались за год изготовить 25 танков, затем сократили до 5, но зато бронирование увеличили до 305 мм. Однако проект запускали слишком долго, так не успев ни к разгрому Германии, ни даже к капитуляции Японии. И то выпустить в конечном счете удалось только 2 экземпляра. Первая машина использовалась для испытаний на Абердинском полигоне, вторая кочевала по разным секретным объектам и применялась для испытаний наплавных мостов. От дальнейшего развития проекта отказались, поскольку, исходя из официальных стандартов, Т-95 не вписывался ни в тяжелые танки, ни в истребители танков. Третье место занимает импровизированная самоходка Т-16 или же ХТЗ-16. Бывшим одним из ведущих предприятий страны Харьковский тракторный завод ХТЗ после начала фашистской агрессии переключился на выпуск танков Т-60. Однако, исходя из постановления Государственного комитета обороны, ХКЗ вместе с осваившим выпуск Т-34 Сталинградским тракторным заводом должны были выпустить еще и 2000 бронетракторов. Речь шла о том, чтобы установить на трактора 45 миллиметровые орудия, бронировать их и задействовать как самоходки. С Сталинградского тракторного завода это задание вскоре сняли. Проблема бронетракторов легла целиком на плечи харьковчан, выпускавших их под названием ХТЗ-16 или просто Т-16. Бронекорпуса поставлялись с Ворошиловградского и Новокраматорского машиностроительных заводов, и уже в конце июля 1941 года первый опытный экземпляр «Эрзац-танк» прошел испытания. Однако из-за проблем с комплектующими удалось выпустить всего 142 машины, а когда в сентябре завод начали эвакуировать, производство свернули. Историки не находят у Т-16 никаких достоинств, указывая на их высокие силуэты, низкую маневренность и скорострельность. Слабое бронирование – это 10-30 мм лобовой брони. Правда, конкретными свидетельствами эти уничижительные оценки не подтверждаются, поскольку в установке 1941 года советские механизированные части сгорали очень быстро. Известно, что 10 машин 133-й танковой бригады принимали участие в обороне Москвы. Считается, что последние ХТЗ-16 были потеряны в мае 1942 года при неудачной попытке освободить Харьков. Второе место занимает самоходная мортира «Карл». С изделия 040, решившее разорвать ограничения, наложенные Версальским договором, Германия начала создавать свои бронетанковые войска. Фирме Rheinmetall Borsig была заказана самоходная мортира массой 126 тонн с орудием калибра 600 мм, которая могла бы выпустить снаряды весом до 2 тонн на расстоянии 4 км. Экипаж состоял из 16 человек. Тяжеловесов гигантов предполагалось использовать для взятия укрепрайонов и крепостей. Однако в дальнейшем концепция использования бронетанковых войск изменилась в сторону молниеносной войны, Блицкрига. Проект притормозили, выпустив всего 7 экземпляров, каждый из которых имел собственное имя: Адам, Ева, Один, Тор, Локи, Циу и Фернир. Первый из них, Адам, был готов только в феврале 1941 года и не успел поучаствовать в прорыве укреплений на линии Мажино. В дальнейшем Карлы состояли на вооружении 628 и 833 дивизионов артиллерии особой мощности. Адам и Ева из 833 дивизиона 1941 года произвели обстрел героически оборонявшейся Брестской крепости. Причем результаты были оценены начальником Генштаба Францем Гальдером как весьма эффективные. Использовались они и весной 1942 года при осаде Севастополя, как бы в аккомпанемент германской суперпушки Дора. ЦИУ в августе 1944 года вела огонь по восставшей Варшаве. Единственная сохранившаяся на сегодняшний день самоходка типа «Карл» экспонируется в подмосковной Кубинке. Причем историки пока не выяснили, остался ли музею Адам или ЦИУ. Ну а первое место занимает САУ «Штурмпанцер-1». В начале Второй мировой войны командование вермахта пришло к необходимости резко нарастить количество самоходок. Это предполагало создание
высокотехнологичной модели, которую можно было бы сравнительно быстро запустить в производство. Взявшая подряд фирма Alket использовала в своей модели башни танка Панцер-1. На крышу боевого отделения на стальных опорах устанавливалась полностью укомплектованная 150 мм пехотная гаубица с лафетом, колесами и броневым щитком. А вся установка защищалась 10-мм броневой рубкой, открытой с кормы и сверху. Ездила эта самоходка на шасси серийно выпускавшегося танка Панцер-1. Боевой расчет состоял из 4 человек, а общая масса установки составляла всего 7 тонн. Техника была максимально простой и дешевой в производстве, а клепать ее можно было очень быстро. Но и недостатки выглядели очевидными. При высоте 2,7 метра самоходка представляла собой удобную для прицеливания и слабо защищенную мишень. Боезапас составлял всего из 3 снарядов, израсходовав которые приходилось срочно откатываться в тыл, если, конечно, противник не успевал накрыть ее ответным выстрелом. Из имеющейся техники изготовили 38 таких эрзац-самоходок, отметившихся при завоевании Франции. Использовались они и в Балканской кампании, и даже при вторжении в СССР. Из-за повышенных нагрузок штурмпанцеры-1 чаще ломались, чем оказывались подбитыми, но некоторые дотянули до лета 1943 года.